Do I think an afterlife exists? I think if I initiate this particular branch of the conversation, I might find out whether an afterlife exists by the end of it. Трудно передать, сколь неожиданной и страшной стала эта новость для всего шахматного сообщества. Умер Даниэль Народицкий. Этим роликом мы хотим отдать дань таланту игрока, комментатора, тренера и просто прекрасного человека. Рассказать о том, каким он был, о его победах и поражениях не только за шахматной доской, но и в жизни. Вы увидите, как пустые обвинения могут обесценить успехи и уничтожить веру в себя. И почему эта история должна стать уроком для всего шахматного мира. Для молодых американцев он был тем, кем когда-то в Союзе был молодой Каспаров. Кумир поколений, искренний и яркий, блиставший не только за шахматной доской, но и вне ее границ. Побеждая в большинстве турниров, он всегда собирал вокруг себя друзей и единомышленников, как и он, влюбленных в эту игру. Народицкий умел делать шахматы по-настоящему живыми и интересными. Он жил ими. Шахматы — это моя любовь. То есть я начал в шахматы играть, когда мне было 6 лет. Мне, соответственно, сейчас 25, скоро исполняется 26, поэтому меня иногда люди спрашивают, если бы ты не играл в шахматы, что бы ты делал? Я отвечаю, что я не могу себя даже представить как не шахматист. Я общался со многими игроками, которые знали Даню лично. Все они говорят одно и то же. Он не заслужил того, через что прошел. Да и никто не заслуживает. Yeah, the first thing I will say is that obviously, like, I've known Naroditsky I knew Naroditsky for many years. Like, we weren't close, but we played a ton of games against each other online, and he was always, first of all, a great opponent, but also very respectful, very nice, and I spent many hours not only watching his games, but also watching his streams, which were both, exciting for his incredible gameplay, but also great explanations. Помимо того, что он играл в шахматы очень хорошо, он еще был очень остроумным комментатором и комментировал и на русском, и на английском. А по твоим ощущениям, каким вот Даниэль был человеком и каким он был игроком, комментатором? Можешь в целом такой портрет его описать, как тебе показалось? Сильный гроссмейстер, один из лучших шахматистов мира. Видно, что он фанат шахмат, ну и он делился своей любовью с другими, поэтому его так и полюбили. Я не знаю, каким образом Даня Народицкий производил на меня просто магическое впечатление, да, то есть это очень классный, порядочный парень. Мы приглашали его играть. Кстати, тоже говорил Макс, он не брал денег, мы ему хотели отправить. Спрашивал я у него счета, он просто даже так говорит: ничего, ребят, спасибо. И когда он приходил на мой канал покомментировать матчи и что-либо еще, он никогда не затрагивал вопрос денег, гонорара, он всегда приходил чисто из любви к русской аудитории. Умер ярчайший парень, просто таких очень мало, да. Не знаю, я был по-хорошему просто в него влюблен. Максим, расскажи, пожалуйста, насколько близко ты был знаком с Даниэлем Народицким и как давно с ним познакомился? И я предложил ему сделать интервью после того, как Владимир Борисович начал свою кампанию по намеканию на читерство Даниэля, и мне это не понравилось. Шахматы — это очень эгоцентричный вид спорта, который пожирает игроков изнутри. Кто-то сходит с ума, кто-то выгорает, кто-то не выдерживает и бросает игру. Но особенно тяжко приходится звездам прошлого, про которых постепенно забывают. Но они изобретательно ищут, как вернуться в инфополе. Кто-то становится чиновником ФИДЕ, а кто-то начинает безудержную войну с читерами, провозгласив себя Господом Богом. Как правило, такие мессии выбирают в качестве своей жертвы самых искренних и беззащитных игроков. Владимир Крамник, экс-чемпион мира, человек, прервавший гегемонию Каспарова, некогда один из самых уважаемых шахматистов мира. Но последние годы он играет совсем другую партию. Партия эта
против обманщиков, которые пользуются в игре компьютерными подсказками и тем самым убивают шахматы. Он видит читеров буквально в каждом. Год назад я уже снимал ролик о его паранойе. Тогда это казалось абсурдным и смешным, но сегодня уже не смешно. Проводили кампанию против Крамника, ну как против Крамника, отвечали ему там, то есть я считаю, что это было на пользу тогда развивающимся каналу Матвея, да, то есть он всем просто наговорил, что он читер, причем, ну вот просто от вольного, я просто знаю эту структуру, я видел, как он играет, я знаю, как у нас категорически просто, я бы не дал бы 2 копейки ему, если бы там, ну он хоть бы один матч там сыграл как читер. Я был бы рад, если бы меня в читерстве подозревали. Ну, кстати, так все говорят до поры до времени, пока их реально не подозревают, и потом ты одно время думаешь, ну ладно, давайте заканчивать уже с этим, я же не читер, всем понятно, а все говорят нет, все дальше думают, что ты читер, и у тебя, получается, немножко меняется репутация, она идет в другую сторону. Ну вот меня, поскольку обвиняли тоже, я как бы могу сказать, что кто-то тебя поддерживает, кто-то тебя не поддерживает, но поначалу ты вообще немножко панику можешь словить, ты думаешь, как так? Что это такое? Я не читер, я всегда говорил честно, вдруг кто-то говорит, что ты читер. И причем уверенно. И все думают, ну раз ты авторитетный человек, то да, так и есть, ты читер. И пока тебе кто-то не скажет, вот тоже авторитетный, что так, не беспокоимся, все нормально, все хорошо. Ну вот благо меня как бы поддерживали там и семья, и вот Владимир Анатольевич Красавцев тоже, он говорил, что все нормально, Матвей, не переживай, если ты честно играешь, все хорошо. Матвей все равно очень переживал, очень волновался. Я просто ему объяснял, послушайте, там рейтинг можно заработать на любом, давайте на скандале. На тот момент явно у Крамника был выше рейтинг, чем, ну вообще авторитет, чем у Матвея. Матвей был тогда начинающий блогер, и мы, в общем-то, это делали просто как бы поддерживая какую-то пиар-компанию волну. Первым, на кого из онлайн-звезд напал Крамник, был Накамура, но тот даже не удостоил его ответом, покрутив пальцем у виска. Тогда экс-чемпион стал искать новые цели и ударил по Народицкому. В этот раз он точно знал, по кому бить. Когда Даня начинал, Владимир Борисович был для него непререкаемым авторитетом. Юный шахматист просил у него автограф и смущался на селфи. Он просто не мог, как Накамура, отмахнуться от Крамника, как от назойливой мухи. Видно было, что парень переживал. Во-первых, давайте так. Любая известная персона, или которая хочет быть известной персоной, она очень внимательно отслеживает к тому, как к ней относятся. А вот мы с Матвеем, когда там делаем передачи какие-то, мы хотим, чтобы там какое-то количество просмотров было. Ты очень хочешь отдачу, да. Если там ты вложился, а нет отклика, то как бы ты расслабляешься, да. И тут тебя на ровном месте просто чувак, который не отвечает вообще никак за свои слова, просто обвиняет, все, говорит, мне кажется подозрительно. И мне это не понравилось, я поэтому предложил сделать такое опровержение своеобразное, и мы сделали фильм на 2 часа. То, что говорит Владимир Борисович, возьмем Крамник, возьмем за 100%. Да, вот как бы, что вот такое большое количество читеров, что читерство проникло на самый-самый верх. Вот ты вот как вот ты его слушаешь, воспринимаешь, ты как оцениваешь эту ситуацию? Вот, твое личное мнение, ощущения твои. Какие мои ощущения? Ну, во-первых, я, естественно, их еще полностью не оформил, то есть я не знаю на 100% вообще, что я думаю. Но, во-первых, хочу сделать одно важное уточнение, что, естественно, у меня есть какие-то конкретные разногласия с Владимиром Борисовичем, но у меня 0, то есть, чтобы все зрители понимали, у меня 0 в адрес Владимира Борисовича 0 как бы личных претензий. То есть, наоборот, у меня огроменное уважение к Владимиру Борисовичу. Он был всегда как бы один из моих кумиров. Он стал отвечать. Отвечать искренне, честно, отталкиваясь от фактов, а не от домыслов полицейского, который видит вас насквозь. Крамник, как сколько слушаю, он всегда прав. Он должен на техническом языке, если он себя считает экспертом, доказать. Всегда казалось это немножко несправедливым, без доказательств обвинять в читерстве. Мне кажется, у предыдущего поколения есть такое мнение, что вот они элита, а те, кто играют на 200 пунктов рейтинга ниже, они с ними не могут бороться, потому что раньше действительно было так. И вот в такой парадигме, мне кажется, многие борцы с читерством до сих пор живут, например, Владимир Борисович, что если человек не из элиты, то он не может обыграть элитного шахматиста. И вот на основе этого майндсета как раз все проблемы и рождаются. Проблема в чем? Что человек якобы
просто, знаете, так пользуется своим, он для шахматистов, я знаю, что он просто авторитет. Для меня это просто мужик какой-то, который косноязычный, какой-то жирноватый, я не знаю, пукший где-то там живет, бедноватый, сильно бедноватый. Неудачник, в общем-то, сегодня. То есть, когда-то он, наверное, был звездой, и сейчас, мне кажется, он хочет привлечь таким образом к себе внимание. Я, кстати, к чему это вспомнил? Мне кажется, Владимир Борисович, я так подумал сегодня, он как будто свой взор фокусирует больше на тех, кто максимально откликается на его обвинения. Вот с Даней Народицким Даня приходил и на эфиры к Левитову. Со всем уважением, вы много раз путали монитор, который у меня в моем гостевом офисе, откуда я стримил партию с вами, и главный мой сетап, где 2 больших монитора. Нет, я не путал. Не, это неправда. Но я могу это показать прямо в видео, потому что это важно почему. Потому что у меня, когда вы показывали, что я смотрю вверх, вы в качестве иллюстрации приводили пример с маленьким монитором. Вы же говорите, что я наверх смотрю. Да, наверх, конечно, да, но неважно. Нельзя с нарциссом проявлять много внимания, то есть он любит вот это внимание, да, он цепляется. Этот там Левитов там снимался, там я еле-еле отсмотрел тупейший там 2-часовой репортаж, это просто, это 2 занудных чувака. Наверное, у Левитова там хороший канал, наверное, там, ну, и одно вот это ты тоже. И вот у тебя 3 компьютера, ты смотрел не туда. Парень бедный оправдывался. Он должен был просто сказать: да пошел ты нахрен, чувак, ты кто такой вообще? И если вспомнить хронологию, на кого Владимир Борисович наезжал, это Жаспем, допустим. Сыграли матч, он перестал его в чем-то подозревать. Ханс Ниман, с ним поработали, потренировались, он перестал его в чем-то обвинять. И как будто ему хочется, чтобы вот какое-то его условие удовлетворили, и тогда он свои претензии снимает. У меня такое сложилось мнение. Народицкий не молчал. Он приводил аргументы и доказательства. А когда видел, что его аргументы не доходят до аудитории, честно говорил, что такие обвинения могут убивать изнутри. Никто и не думал о том, что это не фигура речи. Не думал о том, что происходит в душе у Дани. Мне это сделало очень сильный физический и эмоциональный ущерб. И я хочу, чтобы это остановилось вот сегодня. Давай ответь на вопросы четко и ясно. Какие? И все это остановится. Да я все задал. А сегодня его больше нет. На мой взгляд, Владимир Борисович, конечно, делал некоторые некорректные высказывания. Особенно мне не понравилось, что он сказал уже после ухода Дани. Какой-то намек на прием наркотиков. Крамник цепляется мгновенно и говорит: это наркоман. Постит какой-то, я там не помню, no drugs там. Давайте, Владимир Борисович, мне поясните мне, как вы, наверное, человек опытный, вы, наверное, знаете, как вы сразу определили, что человек под наркотиками, да? Что это был героин, давайте поймем, какие-то опиаты были. Давайте спросим вообще, как люди это... просто был уставший человек, там, немножко нервный, там, и все. И сразу же он пишет, он наркоман. Мне это совершенно категорически не понравилось. Потому что какие-то догадки, сплетни, и на таком уровне нельзя об этом говорить. В этом шахматном мире верят словам человека, который за них вообще не несет никакой ответственности. Никакой. Да? И здесь просто ярчайшего чувака, он просто, не знаю, там добивает, доконает. Нельзя прямую связь, что вот он его убил, понимаете? Но то, что он причастен к травле, это даже не обсуждается. И в то же время те, кто обвиняют Крамника, потому что он довел до самоубийства, мне эта позиция тоже не близка. Максим, а вот вопрос тогда такой. Если ты считаешь, что нельзя обвинять Крамника в том, что он Народицкого довел, то вопрос складывается следующий. Если Крамник обвинял Народицкого вот год назад, заметил ли ты за последний год, говорил ли Народицкий о своих каких-то переживаниях, как он переживает давление, вообще чувствовал ли он на себе его или нет? Ну, это было, да, все-таки. Например, он рассказывал, что его основной мотивацией участвовать в чемпионате мира по блицу было доказать, что он может хорошо играть за живой доской. И причем Владимир Крамник сказал, что вот если он покажет перформанс 2750, то это значит, что он реально играет в онлайне. Ну, примерно что-то такое было. И он показал 2749 перформанс как раз. То есть он очень хорошо выступил на чемпионате мира по блицу, но и в то же время он с большим напряжением его играл. Народицкий больше суток не выходил на связь. 20 октября несколько его друзей по шахматному клубу отправились к дому, в котором он жил. Позвонили в дверь, им никто не открыл. Через окна они увидели его, неподвижно лежащего на диване перед телевизором. Они зашли в комнату,
но не решились к нему подойти. Тут же набрали 911. Подъехавший вскоре полицейский, пощупав ему пульс, констатировал, что Даниэль Народицкий мертв. Кто виноват? Если даже косвенно он повлиял, да, даже просто если парень был дополнительно расстроен, это было явно, он уже имеет некую сопричастность к травле. Мы не знаем, из-за чего смерть произошла, да, то есть это был суицид, это был не суицид. Если это суицид, ну, опять же, специалисты должны дать эту оценку, как бы, но в моем понимании, если это умышленный уход из жизни, то он просто максимально способствовал этому. То есть максимально был к этому причастен. Я не могу говорить, что Крамник убил Народицкого, но я утверждаю, что публичная травля может убить. Она убивает. Особенно, когда обвинения исходят от легенды, от человека, чьи слова весят тонну. Я великий борец за отчет. Ты кто такой? Ты вообще, почему ты это решил, что ты вообще такое можешь заявлять? Очень обидно как бы за парня, очень обидно за ситуацию, некрасивая, сразу начал оправдываться. В принципе, как вот он показывает свой уровень. Я не знаю, почему вы от него в восторге. Вот как бы вот для меня вот это просто косноязычный, наглый, бывший, наверное, успешный в свое время, сегодня полубомж какой-то, я не знаю, там, который хочет кусочек своего славы. Может, эта смерть положит конец безумию? Может, пора перестать параноидально искать читеров в шахматах и начать искать человечность? Ведь мы все в одной лодке, и вместе с Данией умерла частичка каждого из нас. Нет, это не вернет Народицкого, его больше нет с нами. Но мы просто обязаны ответить себе на вопрос. Так кто же все-таки виноват? Паранойя, давление или мы все? Все, кто смотрел и молчал. За пределами мира шахмат мы особо никому не нужны. И поэтому, если друг на друга будут все набрасываться, в чем-то подозревать, ну к чему это хорошему приведет? Мне кажется, надо друг друга беречь. Мы, как девиз ФИДE, мы одна семья.